Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как из остатков пряжи связать вот такой коврик помпонами. Для этого вам понадобится вилка пластиковая, либо металлическая, ножницы, крючок и спицы, а также остатки ниток, какие у вас есть в наличии. Коврик толстый довольно-таки. И очень даже веселенький такой. Для начала нам нужно изготовить помпоны. Вот у меня одного вида помпоны. Вот такие цветные. Можно вот такие большие сделать помпоны, кому какие понравятся. Значит, этот большой помпон изготовлен вот на таком приспособлении для изготовления помпонов. Они есть в магазинах у нас почти во всех, где торгуют пряжей. Делаю этот помпон вот на этом маленьком размере. Можно делать больше и еще больше диаметром. А эти маленькие я делала на вилке. Сейчас вам покажу, почему 3 вилки и как на них работать. Значит, вот эта вилка не пойдет для изготовления. Почему? Потому что у нее здесь сильно выпукло, а зубцы очень маленькие. На пластмассовой можно делать помпоны. Здесь зубцы длинные. Или вот лучше всего вот на такой металлической обычной, с длинными зубьями. Возьмите небольшой отрезок нити, который не рвется. Вставьте в середину вилки. И затем берите ваши остатки ниток и наматывайте на вилку. Сколько наматывать, вы уже потом сами определитесь. Вот, намотали кусок нити. Потом у вас, допустим, есть еще какой-то маленький кусочек. Можно прям на эту нить мотать. Можно сбоку. Вот еще кусок этот. Или другой давайте возьмем. Теперь мы один конец нити перебрасываем вперед и завязываем двойной узел. Вот один раз завязали. И еще один раз завяжите.
И теперь стягиваем. Вот для чего нужна эта нитка, чтобы не рвалась она. Теперь мы с вилки снимаем нашу намотку. Еще раз затягиваем посильнее. И для надежности завязываем еще один узел. Вот эти хвостики не отрезайте. И теперь делаем, как обычно всегда делают помпоны. Разрезаем нашу намотку. За эти ниточки удобно держать, когда будете стричь помпон. Это первое. И еще в дальнейшем пригодится. И дальше уже формируйте помпон на свое усмотрение. Стрижете, придаете форму. Примерно вот так и получится. Распушите его. Можно в руках помотать. Ну, вот примерно такой помпон получился. У вас, может, он получится покрасивее, поровнее, поинтереснее. Значит, как я уже сказала, нитку не отрезайте. Так, это мы сделали на металлической вилке. Давайте сделаем на пластмассовой. Точно так же отрезаем нить, которая не рвется. И укладываем между зубьями вилки. Берем остатки ниток, ну такой маленький клубочек у меня есть, и наматываем. Вот есть вот такой остаток нитки даже. Положили его сюда и мотаем дальше. Давайте добавим еще вот такой кусочек. Комбинируйте, как вам нравится.
Вот. Ну, это, наверное, мало будет для помпона. Давайте еще какой-нибудь цвет накрутим. Вот у меня синий еще есть небольшой клубок тоже. Давайте еще сюда синего намотаем. Опять перекидываем нитку вперед и завязываем двойной узел. Вот один раз и еще раз. И теперь стягиваем. Как вы видите, на пластмассовой вилке тоже удобно изготавливать помпоны. Теперь для надежности мы еще сделаем один узел. Хвостик оставляем, мы за него будем держаться. Вот и формируем наш помпон. Ну и вот такой веселенький разноцветный помпон у нас получился. Значит, что еще хочу сказать. Вот, допустим, вы уложили нитку. Начали вы делать намотку. Чем хороши длинные зубцы, вот я вам сейчас ее еще раз покажу. Делаете вы накрутку, наматываете, наматываете, наматываете. И вдруг по какой-то причине у вас нитка эта выскочила. Немного сдвиньте вашу намотку. Возьмите крючок. И вытяните вашу нитку. И все. И никаких проблем. И опять наматываете дальше. И вот столько помпонов я уже изготовила. Вот обязательно, чтобы у всех были хвостики. Не отрезайте их. Теперь я вам покажу, как изготовить помпон вот на таком приспособлении. Это приспособление продается практически везде, во всех магазинах, где торгуют пряжей. На обороте есть инструкция. В инструкции рекомендуют нить, которая делает помпон, вот таким образом укладывать и затем наматывать. И наматываем до тех пор, пока вот здесь не будет у вас ровно. Тоже можно какую-нибудь
ниточку положить сюда и опять основной мотать. Можно наматывать только вот одну часть одним цветом, потом в работу без тени другого цвета в серединку намотать. Можно вставить вообще маленький кусочек нитки. Комбинируйте, как вам нравится. Вот этот хвостик, смотрите, не замотайте. И наматывать нужно до тех пор, пока вот здесь не выровняется, чтобы ровно было. Ну вот, намотали мы, допустим, вот, чтобы ровная часть была. Теперь мы вот здесь отрезаем. Отрезаем нитку от клубка. Вот у нас нить была. Вот у нас нить проходила под всеми витками. Тоже делаем двойной узел. И стягиваем. Но смотрите, чтобы у вас нитка не порвалась. Затем вот здесь есть прорези, вот такие. И по ним, по этим прорезям разрезаем. И вытаскиваем наше приспособление. Теперь узелок потуже затяните. И еще раз завяжите ниточку узелком. Вот так.
Вот, и теперь вы опять формируете помпон. Ну, там сами уже потом его подстрижете, как вам нужно. И будет у вас вот такой помпончик. А чтобы не рисковать и нитка не порвалась, которую вы стягиваете, лучше все-таки в середину проложить нитку более надежную. Вот так и обматывать. Ну а теперь мы будем изготавливать саму помпонную пряжу. В одном из своих видеороликов я уже показывала, как самим сделать помпонную пряжу из остатков ниток. Вот я вам сейчас покажу на примере вот кусочков. Значит, берем помпон. И вот в этом месте, где у нас связан он, под нитку вводим крючок. И провязываем петлю. Затем набираем цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Можно прикрепить нить другого цвета. 15, 16. Значит, я для себя высчитала, что мне нужно между моими помпонами 16 петель. Вы высчитайте сами. То есть вы немножко пробежите образец и затем уже определитесь, сколько петель вам нужно. Берем следующий помпон, тоже крючок вводим под нить соединения. Провязываем петлю. И опять вывязываем 16 воздушных петель. Вот это место можно связать соединение двух нитей. Можно связать. И опять набираем 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Возьмем какой-нибудь другой помпончик.
под ниточку сюда вводим крючок. И провязываем петлю. И опять провязываем 16 петель. 1, 2, 3, 4. Вот еще кусочек у меня нитки есть. Можно его взять. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Можно сразу нитки связать вместе соединения. Это даже и лучше будет, чтобы не распустились. Теперь возьмем другой какой-нибудь помпон. Опять вот сюда. Вот видите, для чего эта нитка нужна? Удобнее захватывать. И вот под эту ниточку вводим крючок. И провязываем петлю. И опять вывязываем 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот у меня на шпульке есть нитки намотаны. Можно их в работу включить. 15, 16. И опять берем какой-нибудь помпон, под нить вводим крючок. И опять провязываем воздушные петли. 3, 4 и так далее. В итоге у нас получится вот такая помпонная пряжа. Вот связала я какое-то количество помпонной пряжи. Вот здесь у меня продолжение вязания, а здесь начало. И начинаем вязать вот с этой части, то есть с самого начала набираем петли. Вяжем, как обычно, помпонной пряжей. Набираем петли.
И теперь вяжем. Вот мы набрали петли. Значит, у меня получилось между помпонами по 2 петли. Первую снимаем. Можно ряд провязать лицевыми петлями. 1, 2. Потом мы эти все хвостики заправим на изнаночную сторону. Вот здесь мы провязываем одну петлю. Значит, еще одну петлю нам нужно будет провязать. Вот первую снимаем. Теперь вяжем изнанкой. Все вяжется так же, как я вам уже показывал в одном из своих роликов тоже. Самодельная помпонная пряжа. Сейчас я вам объясню, почему надо было вязать с того конца, с самого начала. Ну и так вяжем мы до конца ряда. Ну вот, провязала я несколько рядов самодельной помпонной пряжи. Вот что у нас получается. Нитки я заправила на обратную сторону все. Вот они. Потом вы их можете обрезать или там замотать одна за другую. И вот такой коврик получается. Почему я вам говорила, что начинать вязание надо с того края, где мы делали самое начало. Потому что вот здесь в любом случае можно продолжить вязать, если у вас не хватит пряжи. Вот у меня осталось 2 помпона.
Мы просто делаем новый. И продолжаем нашу самодельную помпонную пряжу. Вытягиваем. Вот хвостик для чего нам нужен был. Вот под самый первый узел, основной. И вводим крючок. И опять набираем петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот я набираю 16 петель. Но, возможно, нужно и 15 даже петель хватит. Вот. Видите, как они плотненько сидят, помпончики. Вот мы остановили вязание. Наделали еще помпонов. И продолжаем вязать. Пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот опять сделали какой-то длины пряжу. Повязали спицами, закончилось, и опять вяжем. И получаем коврик. А обвязку делаем точно так же, как я показывала ранее, в предыдущем ролике. То есть мы вяжем из остатков ниток пряжу самодельную. Вот эту связали нитку, допустим. Ввели в работу другую нить. Здесь мы опять-таки свяжем. И вяжем эту пряжу, которой мы будем обвязывать коврик. Опять же, чем хорошо. Вот какое-то расстояние провязали. И потом этой пряжей, вот этой уже, будем обвязывать коврик по периметру. Вот. Если ее не хватит, вы всегда можете продолжить.
Что еще хочу сказать? Вот между этими маленькими помпонами мы набирали 15-16 петель воздушных, цепочку, вот здесь. А вот между большими помпонами, если вы будете из больших вязать помпонов, там уже вы определяете сами, сколько вам петель нужно. Может быть, даже и намного больше. Ну вот, вроде бы и все. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.